Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сегодня подошла к полке, где у меня стоят раскраски, запланированные на месяц, и поняла, что цветовой квест города я еще даже не начинала. Мы здесь раскрашиваем вместе с Оксаной, и ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. В общем, в этот раз у нас по плану такая вот иллюстрация. Это Киото, Япония. Я подобрала уже фломастеры. Это из набора 56 цветов из Fix Price, потому что тут односторонняя иллюстрация. Эти фломастеры все-таки протекают, пусть и как-то не злостно, но все же. Ну и они у меня не здесь вот лежат, где все остальные фломастеры, а непосредственно в этой тубе наверху, поэтому я частенько даже про них забываю, но вообще многие цвета уже позаканчивались, я их уже выбросила, но и много осталось, поэтому вот все подобрала и сейчас буду использовать. Я здесь пользовалась линейкой, хотя вообще я поняла, что я больше с линейкой косячу. Но тут видите, какие приходилось длинные линии проводить, и там, где это было без линейки, пусть и не критично, но все-таки вот даже сейчас смотрится небрежно, а линии всяко лучше. В общем, сейчас я пораскрашиваю немножко на камеру, покажу процесс. Ну, у меня вот, например, цветовой квест «Животные» как-то медленно тоже продвигается. Обычно-то я начинаю в начале месяца и как-то максимум за неделю раскрашиваю. А если так сесть, озадачиться, то и за вечер можно сделать. Ну, ладно, видимо, поднадоели уже. Но мы пока красим каждый месяц и, наверное, продолжим. Ну, потому что иначе они будут лежать, а так все-таки вместе раскрашивать веселее. Ну, в общем, начну с черного. Кстати, такой насыщенный черный. Ну, правда, это фломастер каждый день, который мой любимый. Поэтому он, конечно же, классный. Хотя среди них тоже бывают не всегда удачные. Там пишущий узел нехороший будет, и все. Но этот прям классный. И цвет такой яркий. Приятно раскрашивать. Теперь серый. Да. Скатывает бумагу. Ну ладно, не страшно. А этот что-то меня, мне кажется, подводит. Или нет? Синий. Вот он ужасно скатывает бумагу, и он прямо аж за нее цепляется. Это уже вот Fix Price. Начиная с серых. Очень ощущается. Катушки прям видны. Теперь этот. Вот этим поприятнее красить. Это тоже Fix Price. Но вот уже более мягкий. Вот этот тут. Надеюсь, меня не подведет. Так, а этот вообще не соответствует заявленному. К сожалению. Хотя сам цвет красивый.
Ну, вот этот хороший, в общем-то. Что-то как-то, да, мне цветовые квесты поднадоели. Не вдохновляют абсолютно. Скукота. Еще немного пораскрашивала. Вот все-таки действительно до чего разные в наборе фломастеры. Вот, например, красный, он очень-очень мягкий. Он, ну, бумагу, конечно, все равно там скатывает, но по бумаге достаточно легко при этом скользит, им приятно раскрашивать. А вот синий, скатываемость бумаги вроде бы та же самая, ну, чуть-чуть больше, конечно, немного, ну так. Но при этом раскрашивать им очень неприятно, цепляется за бумагу. А вот зеленым, вот этот вот, вообще просто какой-то кошмар. Полосит, видимо, придется заменять другим. Я вот попробовала, мне не понравилось. Он жесткий, практически не пишет, но не потому, что он высох, а потому, что вот сам пишущий узел такой. В общем, очень неприятный фломастер. Ну а сейчас я решила взять Ханну Карлсон «Рассветный час». Она у меня в планах не стоит. В этот раз у меня «Дневные грезы», где я уже все раскрасила. И, в принципе, у меня достаточно много чего нужно раскрасить, доделать, доработать. И, в принципе-то, наверное, бы сейчас не очень разумно брать эту раскраску. Вот, хотя, в принципе, да, все равно что-то еще нужно раскрашивать, снимать видео. Вот, и я как-то, ну, не знаю, ловлю себя на мысли, что мне хочется что-то пораскрашивать в Ханне Карлсон. Ну, правда, не в «Маскараде», конечно. Уж не знаю, почему так мне ее хотелось раскраску, а сейчас я к ней какое-то отвращение испытываю. Вот. Ну, я понимаю даже почему, но не буду озвучивать. Ладно, короче, полистала я ее, сейчас полистала, и вообще неожиданно выбрала себе вот этот разворот. То есть мало того, что это вообще не своевременно сейчас, так еще и целый разворот. Но я подумала, что его, в принципе, вполне реально раскрасить. Мне, кстати, здесь бумага нравится. Не знаю почему, но мне как-то приятно листать раскраску. Приятно здесь раскрашивать. Примерно понимаю, как оно здесь, что будет. И сейчас я подберу карандаши. И, конечно же, вернусь к вам, покажу процесс. В принципе, мне много тут чего нравится. Но вот сейчас как-то ближе именно эта иллюстрация. Поэтому надо себя побаловать. Раскрасить то, что хочется. Так, ну попробую раскрасить, как я это себе представляю. Так, начну с кожи. Ну, так. Может быть, я еще где-то чуть-чуть затемню, но это потом. Чуть-чуть попозже. Для кожи у меня Derwent Watercolor, а это уже полихромосы. Мне просто захотелось вот такой цвет. И он у меня как раз, ну, оливковый. В полихромосах имеется. Но я его как раз и брала, потому что он мне понравился. Так, еще и настроение, в принципе, понаслаивать немножко. Да, как-то соскучилась я, что ли, по этой раскраске. Хотя, но она у меня, я чередую 1 месяц. Вот это у меня была в июле, «Дневные грезы» в августе. Ну вот. У меня изначально было желание в планы 2 поставить, но я так себя ограничила, чтобы освободить место для чего-нибудь еще. Как раз у меня пошли раскраски Виктории Дорофеевой.
я смогла 2 взять, поставить в планы. Вот это листочки я Fix Price раскрашивала. Ну и дальше полихромосами. Хорошее сочетание оливкового и желтого. В итоге получается такой красивый оттенок. Хотя если понаслаивать еще больше, то получится вообще классно. Посмотрим, может быть, я еще потом пару слоев сделаю. Ну или мне будет достаточно нескольких слоев. Пока еще не знаю. Интересно, что получится. Потихоньку дело продвигается. Я решила попробовать вот этот вот карандаш Creta Color для раскрашивания волос. Ну, я просто сейчас по максимуму стараюсь где-то его задействовать, чтобы понять, нравится мне этот карандаш или не нравится, стоит мне покупать другие цвета. Просто я, когда попробовала его в магазине потестить, он мне очень понравился, я его прям не раздумывая схватила, потому что, ну, реально он прям мягкий, классный. И как раз я думала, что где-то для кожи он потребуется, там, знаете, затемнить немножко, потому что я не люблю раскрашивать лица, но, тем не менее, все равно вот нужен какой-то такой более темный карандаш, чтобы что-то то самое выделить. И потом я как раз подумала, что и для волос будет, наверное, неплохо. Но вот что я сейчас заметила, то что этот карандаш, он не дружит с другими. Он не рисует. Вот, например, я на волосы использовала Ашан из набора 50 цветов. Вот этот и вот этот вот. И как раз типа самый светлый, средний, и этот я решила как самый темный использовать. И он вообще отказывается здесь рисовать. В итоге я, конечно, вышла из ситуации. Я вот поскольку это, ну, обычно я как использую? От светлого к темному. То есть сначала светлый, потом, ну, вы видели, как я вот здесь листочки раскрашивала. Вот. Но я сделала как? Я наношу изначально темный карандаш, вот там по краям, еще где-то. Ну, а потом уже посередине там светлый. И средним я все это как бы растушевываю. И тогда вот этот карандаш, он как бы даже растягивается вполне неплохо. И, в общем-то, меня результат устроил. Но мне эта ситуация, кстати, напомнила Дервент, вот который угольный карандаш. Я тогда хотела несколько оттенков купить, но, во-первых, как бы палитра была достаточно бедноватая, то есть интересные названия, но по факту это один и тот же черный, просто разной степени интенсивности, как, ну, на первый взгляд. Тем более я как бы, да, применяю все это в раскрасках, я же не рисую, как бы. Вот. И этот карандаш вот по поведению мне напомнил. В итоге я от покупки в дальнейшем угольных карандашей Дервент отказалась, потому что я тоже покупала что-то выделять, там, знаете, в Средиземье, еще где-то там вот горы и тому подобное, всякие строения, вот эти замки. И по акварели этот карандаш очень как бы хорошо пишет, по карандашам отказывается. Ну, поэтому я решила, что раз палитра бедноватая и как бы ограничено его применение, то, в принципе, зачем покупать? Ну, наверное, я и, скорее всего, больше и не куплю угольный. Хотя его, наверное, можно было бы применять по тому же принципу, конечно, но мне хватит там одного. А вот насчет этих я подумаю. Надо. Я сегодня прям загуглю, какие там есть еще оттенки, потому что это... Как он называется-то? Сангина Драй. Вот.
в целом, наверное, может быть, ну, если она такая какая-то ограниченная палитра, то еще 1-2 карандаша куплю. А если палитра побогаче, то куплю их побольше. Ну, так, постепенно. Тоже нужные мне оттенки. Потому что, например, как самостоятельный вид, мне они понравились. Ну и вот такой способ тоже понравился. Короче, вот так вот у меня продвигается. Ну, вообще, обычно я к этим двум использую еще кофейный. Вот. Но сегодня, опять же, вот решила так, на пробу. В общем, как-то так выходит. А фон здесь будет, скорее всего, да не скорее всего, а точно, сухая пастель. И я так думаю, что мунго. Фиолетовый, голубой, может быть, даже темно-синий. Как-то так мне видится. А тут, наверное, гелевые ручки, где вот звездочки, но я их чисто обведу по контуру, не более того, мне кажется. Это я тут смотрю, чем я буду красить. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.